Добро пожаловать на каналчик Hike and Trip. К нам пришла вот такая вот посылочка из Норвегии, и сейчас мы произведем распаковочку. Ладно, давай без Стёпы. Итак, после долгих 3 месяцев ожидания к нам наконец-то пришла наша новая палатка из Dyneema. Посмотрим, что она из себя представляет и что это за такой материал. Вообще мы собирались рассказать в этом видео, что это за такой волшебный материал Dyneema и почему мы взяли нашу палатку именно из него, а также попробовать ее собрать, такой тип палатки, без всяких инструкций и интернетов. Но, к сожалению, нас взяли в заложники вкусная картошечка и пиво, и весь наш съемочный день пошел на смарку. Поэтому давайте продолжим завтра и перенесемся в не менее красивое место. В посылке была сама палатка, уже упакованная в специальный мешок, сделанный тоже из Dyneema. Небольшой такой пакетик с дополнительными стяжками и какой-то фурнитурой. И также лента для ремонта. Колышек в комплекте нет. Подразумевается, что вы уже продвинутый турист, раз приобретаете такую палатку. Поэтому мы перенесли свои. Ох, ну что ж, попробуем распаковать. Мы не будем показывать весь процесс до абсолютно всех деталей, просто нарежем. Кстати, по запаху очень странный запах, такой сладковато-пластмассовый. Он мне что-то напоминает, но я не могу понять, что. Так, окей. Это, наверное, это бок, да. Дно из толстой Dyneema довольно прочное, даже это ощущается, она потолще, чем вот внешне. Она вот из белого такого материала. Нужно закрепить все на колышке. Вот, раз и два. Вот. Теперь самое интересное. Палатка бескаркасная, она не будет стоять самостоятельно, потому что нет дуг, соответственно. В качестве каркаса, да, выступают обычные палки. Так, вот мы сюда втыкаем. Вот все. Здесь у нас, значит, палка. Она вот вертикально стоит. Покажи внутри. Вот она так стоит. И теперь нам нужно натянуть с этой стороны и с противоположной. Здесь у нас есть одна веревка и у основания вторая веревка. Вот мы вот эту закрепили, она короткая. Теперь вот это у нас получается длинная. И что мы делаем? Поднимаемся. Здесь вот такая удобная штучка. Мы ее палатку еще ни разу не собирали. Все на ходу. Вот. Она очень хорошо затягивается. Вот здесь прям отлично натянуто, все идеально. Мы еще донатянем вот эту часть, и будет просто отлично. А вот там немножко болтается. Поэтому, кстати, вот здесь мне даже чуть-чуть не нравится. Я бы ее как-то... Короче, да, не просто на самом деле вот так вот. Нужен опыт. Вот эта боковая тяжка нужна для того, чтобы, ну, во-первых, чтобы меньше всего колыхалось на ветру, и чтобы создать такой вот желоб, скажем, из складок, чтобы внутренний конденсат, он стекал вот к низу. Ну и теперь о самом главном. Dyneema — это волокно из высокомолекулярного полиэтилена, или DSF, или, как раньше называли, кубен. Его начали использовать во второй половине 20 века. Производство волокон началось в 70-х. Это семейство высококачественных тканей, изначально разработанных для парусной индустрии. Волокна Dyneema в 15 раз прочнее, чем сталь. Почти нулевая растяжимость, невосприимчивость к воде, стойкость к истиранию, высокая устойчивость к воздействиям ультрафиолетовых лучей, морозостойкость и малый вес. Но что это дает обычному походнику? Правильно, идеальный материал для палатки.
Сейчас очень волнительный момент. Я хочу впервые проникнуть в эту палатку и рассказать о наших впечатлениях. Так, аккуратно. Сетка кажется очень тоненькой. Опа-на. Я в царстве Дайнима! Слушай, ну тут так просторно. Так вот мне кажется. Правда. Давай я пол покажу. Так высоко. Смотри, землю видно. Да. Кстати, это плюс, потому что сразу видно какие-то камушки, иголки, можно сразу оценить обстановку, на чем-то лежит. Сейчас Руслан пробует оценить этот комфорт данной палатки. Как тебе? Во-первых, жарко. Значит, кармашки тут есть. Они небольшие, никак не защелкиваются, просто вот такие сетчатые кармашки, ну, для каких-то мелочей. Так, вот здесь есть крючки, я смотрю специально. Значит, посередине нету никакого крючка, чтобы повесить там фонарь какой-то, например. О, воздух, ветерок подул, кайф какой. Но можно какую-нибудь небольшую легкую веревочку просунуть между вот этими двумя крючками и, в принципе, вешать все, что угодно. Тамбур очень большой. Тамбур, да, большой. Тут, в принципе, поместятся и рюкзаки, и все ваши вещи. Вот это все на 180 градусов открывается. То есть будет вообще никаких проблем положить какие-то свои вещи. Можно вот что-то готовить. Но нежелательно вообще готовить в палатке, это самый крайний случай. Расскажу немного о палатках такого типа и о нашей в частности. Низкий вес палатки обусловлен материалом, отсутствием каркаса, то есть дуг, и она однослойная. Это, конечно, накладывает свои ограничения. Нужно еще поучиться, чтобы ее правильно ставить, хотя у нас получилось довольно быстро. Могут быть проблемы с образованием конденсата внутри. Нельзя, наконец, просто вытащить палки для радиального выхода. Что хочется также отметить, обычно палатки из Дайнимы весом в 0,51 унцию на квадратный ярд. У нас она 0,74. Захотелось большей прочности и меньшей прозрачности. А вообще поставьте лайк, если вам интересно видео для новичков, где расскажем о всяческих нюансах при выборе палатки. Сделали кофе-брейк. Вообще Дайнима очень дорогой материал, это известно. Наверное, самый дорогой из текстиля. Советуем ли мы покупать палатку из Дайнимы? Конечно, советуем. Хуже ли палатка из нейлоновой ткани с силиконовым покрытием? Абсолютно нет. Наша цель – поделиться чем-то новым и предоставить информацию. И вы, наш дорогой зритель, делаете сами уже выводы, стоит вам покупать такую палатку из этого материала или нет. А вообще черкните в комментариях, хотели бы вы палатку из Дайнимы или остались бы со старой доброй силиконкой. И как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Любая активность поможет продвижению этого видео, если, конечно, оно вам понравилось. Давайте вместе делать нормальный контент. Удачи вам и до новых троп!